Наше вам кубическое здрасте. Это «Железный занавес» на канале 2 в кубе. Меня зовут Алексей Зуйков. И я сегодня не просто так в шляпе. Мы отправляемся на Дикий Запад грабить поезд в настольной игре Colt Express. Не буду долго тянуть резину, а просто дам вам заглянуть в коробку. Да, эти картонные вагончики и паровозик – важные элементы игры. Отдельно продается даже поле с железной дорогой, на которую можно выставить свой экспресс на столе. А дополнительный антураж даже без поля придают собираемые элементы окружающего пейзажа. Игрок может держать свои карточки перед собой просто так или воспользоваться одним из игровых планшетов, как в Bang. Каждый персонаж отличается одним полезным умением, которое обязательно пригодится в игре. Как только поезд собран и персонажи выбраны, они занимают свои места в последних двух вагонах, а шериф в локомотиве. В нем же находится кейс с крупной суммой денег, а в остальных вагонах добыча помельче, но не менее желанная для бандитов. Всего в игре будет 5 раундов, обозначаемых 4 случайными картами раундов и одной случайной картой станций. Каждый раунд определяет, сколько действий смогут сделать игроки и каким образом. Но об этом чуть позже, а пока что же за действия доступны игрокам. Горизонтальное передвижение позволяет двигаться между вагонами или по крышам. Вертикальное – залезать на крышу или спускаться в вагон. Грабеж позволяет подобрать один жетон добычи из текущего местоположения бандита. Удар позволяет атаковать другого бандита в той же локации, выбить у него из рук один жетон добычи и даже отбросить его на одну локацию. Выстрел же, разумеется, позволяет атаковать на расстоянии. Цель при этом, правда, не роняет награбленное и не отбрасывается, зато стрелявший отдает цели одну свою карту пули. И, наконец, действие «Шериф» позволяет переместить блюстителя закона и порядка в соседний вагон. Все бандиты в одном вагоне с шерифом тотчас же сбегают на крышу, но успевают получить по одной ничейной карте пули. Тут стоит пояснить вот что. Все карты действий игрока перемешиваются, и каждый раунд он будет набирать в руку 6 штук. Так что чем больше пуль он поймает, тем больше будет шанс набрать в руку абсолютно ненужных карт. Итак, мы уже знаем о нашей цели и всех доступных нам действиях, но все равно не понимаем, в чем же здесь прикол. Слушаем дальше. Каждый раунд, как я уже сказал, определяется порядок и способ разыгрывания нескольких карт действий. Каждый игрок по кругу разыгрывает их в общую стопку. В открытую, в закрытую, по одной или две сразу, по часовой или против часовой стрелки, что задается картой раунда. Таким образом, игрок не сразу же выполняет указанные действия, а планирует весь свой ход на целый раунд. А потом стопка карт переворачивается, и все действия начинают разыгрываться сверху вниз. Причем, если ты положил действие, его необходимо разыграть, даже если это тебе уже не выгодно. Выглядит это примерно так. То есть тебе нужно на протяжении всего розыгрыша карт следить за тем, кто и что играет, так как иначе, например, ты рискуешь выстрелить в пустоту или даже будешь вынужден сделать шаг прямиком к шерифу. Первое время невероятное количество веселья просто гарантировано. Никто не понимает, что он делает, зачем он положил эту карту и что ему теперь с этим делать. Однако уже к середине партии ты понимаешь логику этой игры, и действия становятся более осмысленными. При этом важно, что интерес не ослабевает, просто комедия сменяется на приключенческий боевик в стиле вестерн. Как только раунд сыгран, происходит особое уникальное событие, к которому тоже надо быть готовым, а затем начинается следующий раунд.
А по окончании 5-го поезд останавливается, и игроки считают награбленное, не забыв наградить лучшего стрелка. Разумеется, кто больше утащил, тот и победил. Colt Express — это довольно простая настольная игра, которая, тем не менее, всего лишь одним своим игровым процессом уже заставляет тебя мыслить нестандартно. Разыгрывание целой цепочки действий на будущее оказывается очень увлекательным. Способствует интересу и умение персонажей. Туко, например, может стрелять через крышу, Шайнин ворует кошелек при ударе в рукопашной, а Белль и вовсе слишком красива, чтобы ее атаковать, если рядом есть другая цель. Единственное, что лично я бы сразу рекомендовал играть по так называемому экспертному варианту, который предназначен для уменьшения фактора случайности в игре. Тогда каждый раунд все карты игроков не перемешиваются заново вместе с пулями, а появляется стопка сброса, что гарантирует то, что у игрока будет возможность разыграть все карты из своей колоды. И опять же, полученные пули в этом случае вредят гораздо сильнее, ведь они гарантированно придут в следующую руку. Подводя итоги, хочу сказать, что Colt Express просто отличная развлекательная настольная игра, которая поможет вам весело провести время. Выглядит она при этом просто отлично и очень необычно. Игра не загрузит тонной правил, но при этом все равно заставит напрячь мозги и следить за действиями других игроков. Ах да, а еще она полностью языконезависима. Текст есть только в правилах, перевод которых на русский язык легко найти в интернете. От 2 до 6 игроков, 5-10 минут на объяснение правил и 30-40 на партию. На мой взгляд, это просто отличный результат.